Ощущаете ли вы мурашки по всему телу при просмотре таких культовых ужасов, как «Кошмары на улице Вязов», «Пятница 13», «Пила», «Хэллоуин», «Техасская резня бензопилой»? Да? Тогда почему вы до сих пор не знаете о группе Ice Nine Kills? А если вы знаете, то сегодня я вам расскажу о них немножечко побольше. Ice Nine Kills — это американская пост-хардкор группа. На самом деле на их творческом пути можно проследить уклон и в такие жанры, как metalcore, heavy metal, symphonic metal, deathcore и другие. Ребята определенно не зацикливаются на одном звучании. Группа начала свое существование еще в 2002 году. Их название происходит от вымышленной субстанции Ice Nine из научно-фантастического романа «Колыбель для кошки» Курта Воннегута. На данный момент в дискографии группы 3 EP и 5 полноценных альбомов. Но сегодня я вам расскажу о самом успешном из них. Он завоевал мое сердечко уже с первого трека. The Silver Scream увидел свет 5 октября 2018 года, и на данный момент продано уже более 50 тысяч копий, что является определенным успехом и прорывом для группы. Вдохновением при создании треков послужили культовые фильмы ужасов, которые я упоминала ранее. Ребята проделали огромную работу не только в музыкальном плане, но сделали не менее достойную визуальную составляющую. На данный момент Ice Nine Kills выпустили 5 экранизаций к своим трекам. Лично у меня язык не поворачивается назвать это обычными клипами. Вокалист Спенсер Чарнес посещает психолога после ночных кошмаров, которые как раз таки связаны с великими маньяками из всемирно известных хорроров. На самом деле мне безумно импонирует то, что ребята как бы сделали полноценную историю и разделили ее на части. Кстати, 5-ю часть мы увидим уже весной. Однако клип на песню Merry Xmas — это некое дополнение и подарок фанатам на Рождество. В клипе показывают маленького Спенсера, который празднует Рождество со своими родителями в далеком 1993 году. Спенсер определенно горит фильмами ужасов, и я, кстати, тоже. Давайте я вам расскажу немного о каждом треке из The Silver Scream, потому что именно каждый трек заслуживает отдельного внимания. The American Nightmare. Данная песня от лица Фредди Крюгера, персонажа из «Кошмара на улице Вязов». Кстати, Спенсер выступает в майке, стилизованной под костюм Фредди. Thank God It's Friday рассказывает нам историю о маньяке из «Пятницы 13». На живых выступлениях маску Джейсона примеряет гитарист Джастин Дэблик. Одна из моих любимых песен. Если вы фанат ужасов, вы просто обязаны заценить этот альбом. Stabbing in the Dark. Пожалуй, мой фаворит. Именно с нее началась моя любовь к Ice Nine Kills. Данный трек повествует нам об абсолютном и бескомпромиссном зле Майкле Майерсе из фильма «Хэллоуин». Для меня это самая мощная и эмоциональная песня из альбома. Но это только мое мнение. Напишите ваш любимый трек в комментарии. Роль Майкла Майерса на концертах играет басист Джастин Морроу. Вдохновением послужил фильм «Техасская резня бензопилой». Ребята очень умело переносят хоррор-истории в свои тексты, подкрепляя это все мощным инструменталом и не менее мощным экстрим и чистым вокалом.
The Jig Is Up. Данный трек также является одним из фаворитов, так как вдохновлен он был моей любимой франшизой «Пила». Если вы человек из леса и ни разу о ней не слышали, то сейчас я вам поведаю. Итак, фильм «Пила» вращается вокруг Джона Крамера, прозвище которого «Пила». Он мучает жертв сериями головоломок, которые он называет играми. Джон считал, что только физическая боль, игра на выживание может реабилитировать и очистить людей от совершенных ими грехов. Мне очень жаль, что ребята обделили эту песню на живых выступлениях, но я все-таки рассчитываю на хотя бы экранизацию. Еще мне очень нравится, что Ice Nine Kills дополняют свои треки характерными для того или иного фильма эффектами, звуками, мелодиями. Это просто все сохраняет классную атмосферу. A Grave Mistake. Эта песня исходит из фильма «Ворон», который печально известен гибелью молодого актера Брэндона Ли. Несчастный случай. При съемке одной из финальных сцен, где в главного героя стреляют из пистолета, Брэндон был ранен в живот. Стрелял из револьвера актер Майкл Масси, который играл одного из злодеев – фанбоя. Застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съемочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном. В результате, подобно пуле, она пробила живот Брэндона Ли и застряла в позвоночнике, вызвав обширные кровоизлияния. Спустя 12 часов он скончался в больнице за 17 дней до собственной свадьбы. Ужасная история, и зная ее, трек вызывает еще больше эмоций. Rockin' the Boat. Этот трек основан на классике Стивена Спилберга «Челюсти». Эта мощная песня также содержит отсылки к предыдущему альбому Ice Nine Kills, плюс здесь присутствует вокал бывшего участника Джереми Шварца. His fate unknown, one drink away from a broken home. He can't give up, but can't go on like this. Enjoy Your Sleigh. Данная песня берет свое начало из фильма «Сияние», и, кстати, именно фанаты определяли, к какому фильму будет писаться трек. Интересный факт: Enjoy Your Sleigh включает вокал Сэма Кубрика, внука режиссера «Сияния» Стэнли Кубрика. «Изгнание дьявола». Именно этот фильм послужил вдохновением для создания данного трека. После прослушивания его появляются нереальные мурашки и ощущение свободы, только вслушайтесь в текст. Кстати, вокал Спенсера здесь просто божественен. Да он во всем альбоме божественен, я считаю. Lost on my own, in search of something real. How cruel to be exposed to everything that I can't touch but still feel. The World in My Hands. Основан на фильме «Эдвард. Руки-ножницы» с моим любимым Джонни Деппом. В треке принял участие Тони Ловато. Merry Xmas. Тоже мой любимчик, так как это самый тяжелый трек из альбома. Дэткор явно не обошел его стороной. И да, этот трек также связан с фильмом ужасов, а именно «Тихая ночь, смертельная ночь». Love Bites вдохновлен американским оборотнем в Лондоне. В данном треке со Спенсером вокальную партию разделила Челси Томедж, актриса, игравшая роль в таких сериалах, как «Очень странные дела», «Остановись и гори» и так далее. Если честно, я вообще ничего не слышала.
Ну и под прекрасной цифрой 13 находится трек, вдохновленный книгой Стивена Кинга «Оно». Безумный трек, в котором Спенсер продемонстрировал свое многообразие вокальных возможностей. В треке также приняли участие Вильям Салазар, Бадди Шауп и Джи.Ар. Василевский. Очевидно, последний играл на саксофоне, что принесло в трек ту фирменную атмосферу фильма «Оно». Wall of Sound присвоили этому альбому 9,5 баллов из 10 и прокомментировали, что The Silver Scream — это не просто музыка, это какое-то невероятное событие. Но мое мнение, я думаю, вы уже поняли, я просто безумно в восторге от этого альбома. Он невероятно атмосферный и хочется прямо с первого трека слушать все до конца. Я бы назвала для себя этот альбом лучшим за 2018 год. Я, конечно, немножко опоздала с обзором, но я считаю, что если вы его не слышали, то вы просто обязаны послушать. Если уж вы являетесь фанатом фильмов ужасов, то подавно. В заключение я хочу сказать, что это, безусловно, огромная работа, и спасибо парням за такой альбом. Я определенно буду его переслушивать еще много раз. Посмотрим, чем они нас смогут удивить в этом году. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм и на мою группу ВКонтакте. Спасибо за просмотр. Пока.